Мощные наводнения обрушились на Саудовскую Аравию и Китай, затопив города и дороги. В Японии проснулся вулкан Симаэ, выбрасывая столбы пепла и огня, а в Италии стихия оставила за собой разрушение после ударов ураганного ветра. Обо всем этом и не только. Прямо сейчас в выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Вечер 27 августа в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии превратился в ночь хаоса из-за внезапных наводнений, вызванных сильными ливнями. Город Мухайл, расположенный в сердце региона, стал эпицентром стихийного бедствия. Проливные дожди вызвали внезапные паводки в сухом и гористом ландшафте провинции. По данным Национального центра метеорологии Саудовской Аравии, осадки были вызваны мощными грозовыми облаками, которые сформировались над юго-западными регионами страны. В Мухайле, где рельеф способствует быстрому стоку воды, потоки хлынули в городские районы, затопив улицы, магазины и жилые кварталы. Асир – один из самых влажных регионов Саудовской Аравии благодаря близости к горам и Красному морю, но такие интенсивные ливни в конце лета – редкость. Среднегодовая норма осадков здесь составляет около 200-300 мм, но в этот раз за несколько часов выпала значительная часть этой нормы. Улицы города превратились в реки, транспортное сообщение оказалось парализовано. По оценкам местных властей, пострадали десятки транспортных средств и объектов инфраструктуры. К счастью, сообщений о жертвах или серьезных травмах не поступало, но спасательные службы провели эвакуацию нескольких человек из затопленных зон. Для безопасности Генеральное управление образования Асира объявило о переходе всех школ в Мухайле и окрестностях на дистанционный формат обучения. Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии выпустил красное предупреждение о возможных наводнениях, граде и сильных ветрах для регионов Наджран, Джазан, Асир, Аль-Баха, Мекка и Медина на ближайшие дни. В польском городе Радом вчера вечером разбился истребитель F-16 ВВС Польши во время подготовки к международному авиашоу. Авария произошла на аэродроме Радом-Скардзышев, где проходила репетиция демонстрационного полета. Истребитель F-16 из состава 31-й тактической базы в Познани-Крзесинах выполнял мертвую петлю Лю. Пилот недооценил высоту, и самолет на полной мощности с включенным форсажем врезался в взлетно-посадочную полосу, после чего, взорвавшись, огненным шаром пронесся вдоль нее. Пилот, майор Маций Краковян, не успел катапультироваться и погиб на месте. Это первая катастрофа с F-16 в истории польской авиации. Мероприятие, в ходе репетиции которого произошла трагедия, планируется провести в ближайшие выходные. На нем ожидается более 150 самолетов из 20 стран и несколько тысяч зрителей. Интенсивные дожди обрушились на Хулудаа в провинции Лианин, на северо-востоке Китая, вызвав внезапный паводок в прибрежном и равнинном ландшафте провинции. Согласно данным китайского метеорологического управления, осадки были спровоцированы мощной атмосферной системой, принесшей тропическую влагу из Тихого океана. За 12 часов в некоторых районах города выпало 140 мм дождя. Рельеф Хулудаа с его реками и низинами способствовал быстрому накоплению воды, превратив улицы в бурные реки. Паводок парализовал Хулудаа, улицы оказались затоплены, транспортное сообщение нарушено, а электроснабжение в некоторых районах прервано. По оценкам местных властей, пострадали десятки автомобилей, жилые кварталы и торговые центры, затоплены фермы, дороги и мосты. Было эвакуировано более 5000 человек из низинных зон, школы и предприятия перешли на удаленный режим. Местное управление по чрезвычайным ситуациям Хулудаа развернуло более 200 команд спасателей. Национальный штаб по борьбе с наводнениями активировал 4-й уровень чрезвычайной ситуации для Лианина, направив дополнительные ресурсы. Спасатели провели эвакуацию жителей из более
чем 20 затопленных районов доставили помощь, еду, воду и медикаменты. Китайское метеорологическое управление выпустило красное предупреждение о наводнениях и оползнях для Лянина и соседних провинций, включая Хэйлунцзян и внутреннюю Монголию. Власти призвали жителей избегать низин и следовать инструкциям спасателей. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. В Амурской области произошло ДТП на регулируемом железнодорожном переезде. Легковой автомобиль выехал на пути перед пассажирским поездом номер 392 с сообщением Чита-Благовещенск, что привело к столкновению. ДТП произошло на 103-м километре перегона между станциями Маховая Падь и Благовещенск Забайкальской железной дороги. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, и столкновения не удалось избежать. Водитель машины скончался на месте от полученных травм. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. Инцидент вызвал серьезные нарушения в графике движения поездов. Обстоятельства ДТП устанавливаются, Благовещенская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту аварии. В Симферопольском районе Республики Крым, на открытой местности между селами Равнополье и Кольчугино, вчера вспыхнул ландшафтный пожар. Ветер, дувший со скоростью до 10-15 метров в секунду, способствовал быстрому разрастанию пожара, охватившего 70 гектаров за считанные часы. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать, не дав приблизиться к населенным пунктам. На вулкане Симаэ, расположенном в горах Кирисима на японском острове Кусю, произошло вчера мощное извержение, о результате которого столб пепла поднялся на высоту 5500 метров над кратером. Вулкан Симаэ, часть вулканического комплекса Кирисима, расположенного на границе префектур Кагошима и Миязаки, активизировался еще в июне 2025 года, когда произошло первое извержение после 2018 года. С тех пор наблюдается рост вулканических землетрясений, деформация почвы и высокие выбросы сернистого газа. По данным японского метеорологического агентства, текущее извержение классифицируется как взрывное, с выбросом вулканического материала на расстоянии до 3 километра от кратера. Протянувшийся на юго-запад шлейф пепла вызвал пеплопад в городах Кирсишима, Су и Каноэ, а также Мияканадза. Авиарейсы в аэропорту Кагосима были частично отменены или задержаны. Эксперты отмечают, что вулкан перешел от фреатических к магматическим извержениям, что увеличивает риски. Уровень активности вулкана остается на третьей отметке с запретом на приближение к кратеру ближе, чем на 3 километра. Город Ходейда на западе Йемена пострадал от мощного ливневого паводка, вызванного интенсивными осадками. За несколько часов выпало до 100 мм дождя, что привело к затоплению улиц, портовых районов и жилых кварталов. По предварительным данным ООН и местных властей, наводнение унесло жизни не менее 5 человек, включая детей, и привело к эвакуации около 5000 жителей. Местные власти объявили чрезвычайное положение в городе. Красный полумесяц Йемена и ООН развернули спасательные команды, направив их в наиболее пострадавшие районы. Вечер 28 августа в Аяче, столице французского острова Корсика, был отмечен сильным шквалистым ветром, порывы которого достигали 20-30 метров в секунду, что привело к локальным повреждениям инфраструктуры и временным перебоям в энергоснабжении. По данным французского метеорологического департамента, ветер был вызван прохождением холодного фронта через Средиземное море. Власти Корсики отменили несколько морских рейсов и рекомендовали жителям оставаться в помещениях.
ситуация стабилизировалась к сегодняшнему утру, но синоптики предупреждают о возможных повторных порывах в ближайшие дни. Вечер 28 августа в коммуне Веретта в итальянской провинции Павия был отмечен разрушительным торнадо, который полностью уничтожил солнечную электростанцию, сорвал крыши домов и повалил деревья. По данным местных властей, порывы ветра достигали 90 км в час, что привело к значительным повреждениям инфраструктуры, но обошлось без жертв. Торнадо прошел на фоне более широкой волны плохой погоды в Ломбардии, где уже было объявлено красное погодное предупреждение. Ветер, дувший с юго-востока, усилился в равнинной местности провинции Павия, сформировав вихрь, который напрямую ударил по солнечной ферме. На Солнце в последние дни наблюдается аномально высокая активность. Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук отмечают, что за последние сутки на поверхности появилось около 100 новых пятен. Причины и последствия такой солнечной активности пока остаются неясными. Также в северном полушарии вблизи центрального меридиана на Солнце с утра наблюдались крупные выбросы плазмы. Пока не вполне понятно, является это частью общего роста активности или нет, так как до этого все основные процессы последних дней происходили исключительно на юге. Выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно были направлены заметно выше плоскости планет. Угрозы для Земли пока в этой связи не фиксируются. Жители и туристы в Порт-Анджелесе, в штате Вашингтон, стали свидетелями редкого оптического феномена фата-морганы, которая превратила вид на канадский город Виктория на острове Ванкувер в сюрреалистическое зрелище. Городской горизонт, видимый через пролив Хуан-де-Фука, казался искаженным, скрученным и парящим. Фата-моргана – это сложная форма миража, возникающая из-за преломления света в слоях воздуха с разными температурами. Холодная вода пролива охлаждала прилегающий воздух, создавая плотный слой холодного воздуха у поверхности, над которым находилась теплая, менее плотная воздушная масса. Это привело к термической инверсии, в результате которой далекие объекты искажались. На Тайване жители и туристы наблюдали линзовидные облака, которые появились над парком Синфу-Шуян в районе Шуян в Тайбэе. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер. В случае Тайваня влажный воздух с Тихого океана поднимается над центральным горным хребтом и предгорьями, охлаждаясь на гребнях волн и конденсируясь в форму линзы. Парк Синфу-Шуян, окруженный холмами и близкий к горам, стал идеальной точкой для наблюдения. Облака на 2 часа застряли на месте, несмотря на ветер. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.